Всем привет! Третий сезон, командная арена 3 на 3. В данном ролике рассмотрим мои видения на все это, при моих возможностях. Покажу свои 3 команды, которые я собрал. Попробуем напасть на игрока, у которого больше всего рейтинга. У нас арена это недавно только началась. Пока что как-то так все распределено. Давайте зайдем и как раз попутно все объясню. Первая команда у меня будет через теней. В роли саппорта будет у меня Тиамат. По некоторым моментам объясню, почему, какие артефакты стоят. Почему у меня здесь стоит именно этот артефакт. Потому что был бы у меня ее артефакт, я бы поставил его. Также в идеале я поставил бы часы, но они заняты Тамарой. Вот, и в принципе, если мы сделаем сортировку, допустим, нам нужна либо точность, либо атака, да. И мы имеем вот что. Типа, у меня все занято, правильно? Поэтому просто решил попробовать, и, кстати, мне понравилось. Неплохо он заходит. Также, в принципе, из альтернативы можно поставить, допустим, можно рог сделать, можно вообще вот этот поставить. Вот, так что, в принципе, выбор есть, но я пока что остановился на этом, просто потому что особо-то и нечего дать, так как не хочется, допустим, сделать упор на одну команду, да, а остальные будут как-то проседать. Поэтому приходится как-то балансировать, и пока что хотелось бы, конечно, точности чуть-чуть побольше, но пока что, опять-таки, как-то вот так. По статам точность немножко получилось сапры, но это для арены мало, но тем не менее, здесь я больше упор делаю на ускорение и точность. Далее идем, у меня Азул, тут у меня упор идет на просвещенность и атаку. Также в допах собирал еще скорость атаки, а нет, не собирал. Хотел собрать, но не получилось. Вот. Также мифик на зональный урон и молитва Малинессы для бессмертия. Если нету артефакта у Азула, то ставим, в принципе, шприц. Вот этот. Тоже неплохо заходит на него. Азул на арене, кстати, дамажит довольно-таки неплохо. Наверное, единственное, где он вообще дамажит, так как я его пытался использовать в ПВЕ, он вообще урона не наносит. Но на арене он довольно неплохо себя показывает. По талантам, в принципе, всем теням берем вот так. У нас здесь на скорость атаки и антиконтроль, что очень немаловажно. У остальных теней, в принципе, делаем ветку вот так. Тут у меня Аспальта в сете на скорость атаки. Как мы видим, минус 130, минус 30 получается. Также артефакт теней. В рунах тоже желательно пытаться собрать в допах на скорость атаки. Также, если, допустим, Азула нету, то это тоже не проблема. Можно взять, допустим, Дафну и поставить ее где-нибудь там рядом со спальтой, чтобы она прыгнула именно в нее. Вот, а Азула тогда убрать. Ну, соответственно, если у вас его нет, то вам его убирать и не надо. Далее, важные моменты. Ставим вперед мы Квизетию. Тут артефакт, можно сказать, просто из-за точности. Ну и плюс он дает нам во время боя, там бафы накладываются. Плюс к лечению, которое мы получаем от Тиамат при смерти. И дает урон. Так, конечно, это не самый лучший вариант, но не забываем, что это арена 3 на 3. И тут нам приходится балансировать. Так-то это артефакт не самый лучший для нее, но он дает точность, что немаловажно. И урон. Сет на заливку ультимейта и вот этот мифический шлем, потому что он будет снижать готовность абсолютного навыка, когда мы будем давать контроль. А контроль мы давать будем. То бишь, когда мы будем ультовать, мы будем сгребать всех в кучу. За счет того, что Квизития будет стоять впереди, все будет лететь в нее, большая часть урона. И она быстро наберет готовность абсолютного навыка. Ультанет, соберет всех кучу, и дальше, получается, у нас сверху всех их накроет Репекас. У него я сделал вот этот сет, и тоже мифик на порезку абсолютного навыка. Артефакт поставил вот этот. В идеале, конечно, бы сюда была вот эта рука ведьмы на разлом защиты, но он у меня занят. Также вот этот сет мне нравится, что он агрит на себя дальнюю цель. В данном случае это у нас будет, получается, Куленда. То бишь он на себя его сагрит. Опять-таки это контроль, и при контроле он также порежет ему благодаря вот этому мифику. Плюс еще у нас в навыках есть, когда мы негативные эффекты накладываем. Короче, очень круто получается именно в такой сборке. Так, с этой командой мы вроде подразобрались, да, что первое, получается, у нас будет ультовать Квизития и сверху накрывать уже Репекас. И в идеале, конечно, все это дело будет накрываться уроном. Перейдем к следующей команде. Это у нас будет
Да, интересный я сделал выбор. Мне, кстати, очень понравилось. Ацилия у меня в сопротивлении. И вот этот сет я выбрал. Также еще поставил вот такую броню. Тоже прикольно сюда заходит. Да, нам главное просто не ловить контроль и вовремя ультануть, чтобы почистить всех. Перед тем, как ультовать будут они. Томец Астролит. Ну, просто для скорости, да и прикольно. Гарика. Поставил я все-таки этот сет, потому что она быстро ультанет и зальет наших огненных героев. Также вот этот артефакт на снижение атаки. Ветку взял вот такую. Так, кстати, ветку, возможно, сейчас я чуть-чуть подисправлю. Что у нас тут интересного? Так, сопротивление у меня тут вряд ли будет срабатывать. Да, наверное, пусть он и остается. Хотя, давайте вот так. Так мне нравится больше. Да, то бишь, когда герои ловят усиление, Гарика быстро заливает ульту, и ты заливает наших огненных. Это в данном случае будет Виктор и Карв. Сагамир тоже в сопротивление и точность. Сет вот этот тоже мне очень понравился. Также на порезку ульты при контроле, потому что контроль у нас тоже есть. Насмешка, ну и все. Ну и, соответственно, от сета тоже будет контроль. Далее у нас идет Виктор в этом сете, и вот этот артефакт я ему дал. Просто для точности. Точности прям очень много ему нужно, чтобы мы 100% наложили на наших врагов вот эти ослабления. Ослабления очень сильные, мало того, что запрет. Ну, помимо того, что Гарика будет кидать запрет, тут еще плюс в том, что получается, когда идет запрет, на запрет мы кидаем другие усиления, такие как, допустим, штраф к точности будет висеть у врага, штраф к атаке, ослепление. И в чем прикол, что на арене все любят сделать себе много сапры, там, да, много точности, вот. Но так как мы порежем им точность, то нашего сопротивления нам в любом случае будет хватать. То бишь, вот это прям будет очень много, и, скорее всего, вообще ее контролить никто не будет. Даже у Сагамира, допустим, 300, да, 340. При том, что у них будет всех точность порезана, тут особо-то и резать некому, да. Тут такие герои, которые, только Джорн, да. Но мы играем-то против разных команд, вот. Поэтому там, где даже много точности будет у героев, мы ее порежем, и этой сапры нам будет вполне достаточно. И Карв. Карв в разломе и максимально урон. Как он очень больно бьет. Я очень не понимаю, как это происходит, но урона наносит он очень много. Именно в момент срабатывания взрыва прям урон какой-то космический. Плюс мы получаем от Гарики баф к точности, и Карв бафается на точность. Поэтому, в принципе, этого хватает даже против таких героев, у которых там по 500 сопротивления. Потому что точности у нас будет очень много. Моменты какие важные. Получается, первый у нас ультует вообще Виктор. Он именно дает все запреты и так далее. Гарика ультует уже по ситуации, да, смотря кто у нас в противниках и насколько быстро она зальет ультимативную способность. Но по расстановке, получается, первого на доску мы выставляем Виктора, а потом уже Сагамира, чтобы он морковку кидал Виктора. Получается, морковка, плюс если Гарика ультанет раньше, она еще и с этим кукольника нас зальет. Ауру использую на точность. Точность очень важна сейчас здесь. Вот, это у нас была вторая команда. И перейдем к третьей. Это у меня такая слабенькая команда, потому что шмотки уже давал, какие получится. Вот, поэтому тут у меня Беренгар. Почему маска? Потому что, в принципе, она есть. Почему бы и нет? И он кидает страх. Нам нужно быстро кинуть страх. И, в принципе, ускорение никогда не лишнее. Плюс, соответственно, вот этот мифик и вот этот сет. Мы тут уходим в контроль. Точности у нас немного, но у нас есть таланты, которые, в принципе, при исцелении он срабатывает раз в 20 секунд, но тем не менее у нас ослабления будут проходить раз в 20 секунд по-любому, игнорируя сопротивление врага. Далее Торин. Поставил желудь, я всякие разные артефакты тестил, этот очень крутой. Тут шмотка просто стоит, потому что 41 просвета. И статы мне просто понравились, поэтому я ее поставил. Так она тут вообще, по сути, и не нужна. Вот, сет вот этот на бафы. Также сколько мог сапры. Особо в сопротивление тут не уходил, потому что мне больше хотелось собрать именно на хил. У нас тут команда не в сапру, поэтому как-то вот так получилось. И два наших дамагера. Тут уже такие более шмотки именно на урон всякие. И по-любому артефакт. Не артефакт, а мифик на бессмертие. Вот эта шмотка у меня стоит просто потому, что тут крит урона много. Все, так она тут вообще не обязательно. Настя также, в принципе, одета тоже. Шанс крита, крит урон и вот этот мифик.
И по талантам обязательно берем для ПВП вот эти вот. Оно что у Гуинавивр, что у Насти, вот эти два таланта взяты. Так, и Тамар. Тамар максимального ускорения и точность. Ну и также желательно, сколько можем, в допах сапры берем. Ну, опять-таки, много не получилось, но если прям сделать очень много, то мы потеряем точность, которая нам нужна. Поэтому сделал ближе к 200, хотя бы сколько, да? Чтобы хотя бы там какой-нибудь перкунты, да, на нас не вешал. Так как у него-то тоже есть ослабление. Если у нас вообще сопротивления не будет, то даже он будет на нас вешать. Поэтому хотя бы, чтобы от такого предостеречься, дал сопротивление хотя бы столько. Так, какие еще тут у нас моменты важные есть? Тут, в принципе, все понятно. На старте прыгают вот эти двое. Но вроде у него я эту команду не пробиваю. Раньше пробивал, но он, я так понял, дал больше хп на перкунт. Да, у него сколько? 50 с чем-то тысяч тут вышло. Хотя это и не так много, как нужно, но что-то он поменял, короче. Больше я вроде как не пробиваю. Сейчас посмотрим точно, что он тут. Хотя, может, это и вообще не он. Ладно, что, пойдем в бой, сейчас посмотрим, как все это в бою происходит уже. Тут получается, как я и говорил, тут у нас первый успевает Тиамат ультануть, дать свои штрафы. Пока что терпим. Все, следующее у нас Аспальта. Сверху накрывает Азул. Так, а Квиза у нас тут даже еще не успела ультануть. Не, ну успеет, понятное дело, но словила она всякие негативные эффекты, контроль и так далее. Ну, в принципе, команда разобралась. Тут, как я и сказал, много усилений было, поэтому Гарика ультанула, залила тоже Виктора. Все, команда врага вся в ослаблениях. И, как я говорил, Карф просто какой-то космический урон наносит. Еще и Ациля успела все вот эти штрафы почистить перед его ультой, поэтому у противника там шансов не было, они просто сгорели. Так, здесь наконец-то у меня Тамара успевает ультануть первая. Первый раз такое у меня. Потому что какие-то проблемы у меня вечно были. Ну, да, это я походу обознался, это не тот человек. А может быть, он опять поверил в себя и дал себе, скажем так, больше урона на перкунты, чем надо было. Да, вот как-то так получается. Давайте еще попробуем что-нибудь сделать. Давайте еще раз на него дадим ему шанс отыграться, так сказать, да, потратим попытку. Посмотрим, может быть, нам просто повезло, может быть, еще чего-нибудь. Вот опять-таки, в прошлый раз, как вы заметили, Квиза даже не успела ультануть, потому что ей просто порезали полоску. Сейчас, возможно, произойдет то же самое. Скорее всего, это Гуленда на нее вешал свой боевой и крал абсолютно навык. Либо Репекас, опять-таки, вот эти артефакты, которые говорил, ну не артефакты, а вот эти мифические, которые режут полоски. Вот, они на самом деле очень противные. Опять-таки победа. И еще раз смотрю, как здесь все происходит. Все, Виктор залился. Штрафы. Все, Митрасия тут вообще бесполезная становится. Она ультует. И ничего вообще не происходит. Она не дала ни лечения, ни возможность воскрешения. Ничего абсолютно. Все, и команда просто сгорела и не воскресилась. Да, кстати, Виктор очень мне понравился. Но опять-таки, возможно, из-за пробуд. Да, у него 5-я пробуда, там просто половина контроля улетает никуда. Да, вот как я говорил, что мне, скорее всего, повезло, потому что до этого я его команду не пробивал. Вот, а сейчас, в принципе, произошло то, что происходило обычно до этого каждый раз. Да. Также у меня впрыгивали, и ничего как-то не получалось с них вырубить перкунта. Но, тем не менее, мы все равно победили. Да, вот эту команду как-то надо все равно еще доредактировать, но пока что как-то так. Все, на этом, в принципе, все. У кого какие вопросы еще есть, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.